Так как я жил раньше, больше не работает. И это странно говорить в начале года, когда все вокруг ставят цели, делают планы, новые версии себя и все такое. А я 2026 год начал иначе. Потому что в какой-то момент стало ясно, жить дальше так, как раньше, нельзя. Конец прошлого года оказался тяжелым. Сокращение на работе, проблемы со здоровьем у детей, постоянное внутреннее напряжение. И в какой-то момент я поймал себя на мысли, я все еще живу по старым правилам. Но они больше не работают. Не потому, что я слабый, не потому, что я не дожимаю, а потому, что реальность поменялась. И система, по которой я жил, перестала выдерживать нагрузку. До определенного возраста ты живешь как будто время бесконечное. Да ладно, успею, потом, в следующем году, когда станет легче. И я так жил, так делают все. Но вот я поймал простую мысль, которая меня реально пробила. Я посмотрел вперед, не абстрактно, а нормально. Не когда-нибудь, а через 10 лет. Именно столько лет обычно берутся для долгосрочных целей. 39 плюс 10 – это 49 лет. И это уже не звучит как времени вагон. И вот тут появляется неприятная, но честная вещь. Ты физически не успеешь все, что хочешь. Не потому, что ты слабый, просто времени меньше, чем хотелок. А если так, тогда главный навык не ставить еще больше целей. Главный навык – выбирать. Иногда прощаться с лишним. И еще одна штука, которая мне врезалась. Я понял, что последние годы я жил в долг. Не в денежный, а во внутренний кредит. Не досыпал, терпел, тянул, откладывал важное. И как с любым кредитом, проценты копятся тихо. И платить потом приходится резко. Вот конец 2025 года и стал моментом, когда этот счет принесли. Эта мысль не появилась из воздуха. Ее принес конец 2025 года. Сокращение, истории со здоровьем детей, который затянулась, переезд, который уже не просто интересно, а реально нужен. Еще одна штука, которую я очень четко увидел, мы держимся на 2 зарплатах. И когда одна из них под угрозой, ты вдруг понимаешь, насколько все хрупко. Вот и все. Это не конец жизни, это просто момент, когда ты видишь правду без иллюзий. Я почти 8 лет работал и вообще не думал, что работа может закончиться. Она была как воздух, есть и есть. И это ловушка, потому что ты можешь отдать туда лучшие годы, и однажды тебе скажут спасибо. И все. Ты остаешься без работы, а время уже ушло. И у меня в голове щелкнуло. Если работа может исчезнуть, зачем я отдаю ей почти всю жизнь? Я не говорю работа зло, я говорю другое. Работа не должна быть единственной опорой. И вот здесь еще один инсайт, который прям очень сильно меня зацепил. Я перепутал движение с прогрессом. Когда ты занят, ты чувствуешь себя в деле, но занятость – это не гарантия, что ты туда идешь. Можно быть очень эффективным, но при этом эффективно прожигать годы. И это очень неприятно признавать, потому что ты вроде бы молодец, ты стараешься, ты пашешь, а потом оказывается, ты просто очень хорошо поддерживал чужую систему, и все. Второй вывод очень простой. Когда у тебя есть только одна точка дохода, ты уязвим. А при этом смешно, что многие вещи, которые мы делаем факультативно, могут приносить деньги. Блог, навык, подработка, консультации, любое дело, которое растет. Не обязательно стартап, не обязательно бизнес-империя. Смысл не в том, чтобы разбогатеть, смысл в том, чтобы не жить в режиме одной кнопки. Нажали и все выключилось. И когда ты живешь за границей, это ощущается совсем по-другому. Ты не в своей квартире, родные и друзья в другой стране. Если вдруг что, ты понимаешь, рассчитывать можно только на себя. И это не страшилка, это взрослая реальность. Но самый важный для меня вывод про семью, я раньше думал, главное заработать, обеспечить, и это правда, но наполовину. Потому что семью обеспечивает не только зарплата. Семью обеспечивает твое время, твое участие, твое присутствие. И я понял еще тоньше. Семья – это не обеспечить, семья – это быть в системе координат детей. Не где-то рядом физически, а чтобы они чувствовали, что папа тут, папа в теме, папа живой. Потому что дети растут не по календарю, они растут рывками. И если ты пропустил, ты реально пропустил. И потом ты это не компенсируешь. И вот здесь еще один смысл, который я для себя сформулировал. Я понял, что жизнь нельзя жить на одной скорости. Есть режим строить, есть режим держать, есть режим восстанавливаться. А я слишком долго пытался жить в режиме строить, всегда. Как будто можно все время газ в пол. И 2026 год я начал как раз с другого режима. Восстановиться и пересобрать. Потому что иначе система просто перегревается. И вот важное, я не верю в советы из серии «Увольняйся завтра и начинай новую жизнь». Это романтика, но у людей обязательства. Мне ближе другая мысль. Выход может быть тихим. Не революция, а переход. Сначала вернуть себе энергию.
и время, перестать отдавать все на автомате туда, где оно сгорает, где возможно перестать перерабатывать, где возможно перестать тащить все на себе, где возможно оставить только нормальный минимум, чтобы жить, а не выживать. И самое главное, освобожденное время не сливать в шум. Ни новости, ни бесконечные ленты, ни быстрый дофамин, который просто заглушает усталость, а вложить это время в то, что строит опоры. В язык, в навыки, в здоровье, в семью, в дело, которое может вырасти в доход. Я начал 2026 год с реанимации системы. Сначала снял напряжение, потом посмотрел на жизнь на горизонте 10 лет и честно выбрал, что главное, а что можно выкинуть. Потому что жить как раньше, просто по привычке, для меня больше не вариант. Я записываю эти видео, чтобы высказываться и выговариваться. И по комментариям вижу, что это откликается. Вы делитесь своим личным. И это правда ценно. Если есть что-то, что у вас больше не работает, напишите эту фразу в комментариях. Иногда, чтобы начать менять жизнь, достаточно назвать правду вслух.